Вы знаете свой уровень русского языка? А1, Б1 или, может быть, вы понимаете все? Давайте проверим это прямо сейчас. Привет! С вами Олеся. Это подкаст Руруленд. Как это работает? Вам не нужно читать, не нужно писать. Вам нужно только слушать. У нас есть 6 коротких историй. Первая история самая простая. Это уровень А1. Последняя история самая сложная. Это уровень С2. Слушайте каждую историю одну за другой. Если вы понимаете все, отлично. Слушайте дальше. Если вы ничего не понимаете или вам очень трудно, стоп. Значит, вы нашли свой уровень. Готовы? История 1. Уровень А1. Слушайте. Привет, меня зовут Мария. Я студентка. Я изучаю русский язык. Это трудный, но красивый язык. Я уже знаю весь алфавит. Каждый день я учу новые слова и правила. Я уже могу читать и писать простые тексты. Я понимаю почти все, что говорит мой преподаватель. И я уже немного говорю по-русски. Сейчас я живу и учусь в Москве. У меня здесь уже есть русские друзья. Москва – это очень большой и интересный город. Это мой университет. Утром я еду сюда на метро. Это очень быстро. Рядом красивый парк. В свободное время я с удовольствием тут гуляю. Хорошо. Вы поняли историю? Нет? Значит, у вас пока нет уровня А1. Было легко? Тогда ваш уровень А1 или выше. Слушайте дальше. История 2. Уровень А2. Здесь больше слов, предложение длиннее, а темп выше. Слушайте. Мой первый день в метро. Я никогда не забуду мой первый день в московском метро. Это было как в красивой сказке. Туристы часто говорят, что московское метро как музей, и они правы. Станции здесь очень красивые, светлые и чистые. Везде прекрасные лампы, висят картины и стоят памятники. Кажется, что вы во дворце, а не в метро. Помню, я думала, что не найду свою станцию, потому что их очень много в Москве. 250 или даже больше. Но сейчас я уже хорошо знаю дорогу. Каждый день я езжу на метро на работу или в университет. Обычно я вхожу в метро, покупаю билет в кассе и иду вниз на станцию. Я люблю смотреть на людей и читать книги в вагоне. Думаю, метро – самый быстрый и удобный городской транспорт. Отлично! Вы все поняли? Поздравляю! Ваш уровень А2 или выше.
поэтому слушайте дальше. Если было очень трудно, значит, у вас еще нет уровня А2. История 3. Уровень Б1. Это уже средний уровень. Тут выше темп и темы серьезнее. Здесь люди не просто говорят факты, они говорят, что думают и дают советы. Слушайте историю. Русская зима. Помню, мои друзья мне говорили: ты едешь в Россию, там медведи ходят по улицам. Если вы спросите иностранца о России, он сразу скажет два слова: водка и холод. Про медведей это, конечно, неправда. Я их здесь никогда не видела. А вот про холод – это факт. Русская зима – это действительно серьезное дело. Я живу в Москве уже год и поняла одну важную вещь. Холод бывает разный. Когда на улице -5, погода прекрасная. Можно гулять, смотреть на снег и делать фотографии. Но когда -25, все меняется. Вы забываете о красоте и архитектуре. Вы просто бежите от метро до магазина, а ваша главная мечта – попасть в тепло. Как здесь жить и не болеть? Я долго смотрела на русских и поняла их тайну. Нужно одеваться как капуста. Футболка, свитер, куртка и обязательно шарф. Если вы вышли на улицу и можете легко двигаться, значит, на вас мало одежды. Но один факт меня очень удивил. Русские зимой едят мороженое. Сначала я смотрела на это со страхом. На улице мороз, а люди покупают холодное мороженое. Но потом я поняла, что многие едят его дома, где всегда тепло. Теперь я тоже так делаю. Если у вас есть теплая одежда, русскую зиму можно полюбить. Прекрасно! Если вы поняли смысл истории, ваш уровень минимум B1. Внимание! Вы не должны знать каждое слово, но вы должны понимать смысл истории. Если было очень сложно, значит, вы еще не достигли уровня B1. Но если общий смысл вы поняли, слушайте дальше. История 4. Уровень B2. Это уровень свободного общения. Речь становится быстрее и богаче. Здесь важны не только факты, но и детали, эмоции и оттенки смысла. Слушайте. Улыбка по-русски. Когда я только приехала в Россию, меня поразило одно обстоятельство. Люди на улицах казались мне удивительно серьезными. В метро, в магазинах и парках я почти не видела, чтобы кто-то улыбался. Сначала я думала, что у русских всегда плохое настроение или что они неприветливые. Но прожив здесь несколько лет, я поняла, что ошибалась. Дело не в грубости. В России улыбка – это не дежурный жест, а выражение искренней симпатии. Русские редко улыбаются незнакомым людям. Более того, если вы будете идти по улице и улыбаться всем, на вас могут посмотреть с удивлением. В русском сознании смех и улыбка должны иметь определенную причину. Не зря здесь существует пословица: «Смех без причины – признак дурачины».
Поэтому улыбка без повода может показаться глупой или нечестной. Однако этот серьезный образ мгновенно исчезает, когда вы общаетесь с друзьями. В кругу близких людей русские – одна из самых веселых и открытых наций в мире. Русская улыбка предназначена только для тех, кто вам действительно дорог. И в этом есть своя ценность. Если русский человек улыбается вам, вы можете быть уверены. Он делает это не потому, что так принято, а потому что он действительно рад вас видеть. Так что не стоит обижаться на серьезные лица прохожих. За этой внешней холодностью часто стоит добрая душа. Замечательно! Если вы справились и с этой историей, поздравляю, ваш уровень B2 или даже выше. Вы свободно понимаете быструю речь, детали и эмоции собеседника. Поехали дальше. История 5. Уровень C1. Это профессиональный уровень. Здесь русский язык становится образным. В тексте будет много метафор, идиом и скрытого смысла. Важно понять не только факты, но и атмосферу рассказа. Слушайте. Белые ночи в Санкт-Петербурге. Честно говоря, я относилась к поездке в Петербург с большим скепсисом. Все мои знакомые постоянно говорили про магию белых ночей, романтику и разводные мосты. Я же, как прагматик, считала, что это просто природное явление, которое маркетологи превратили в популярный бренд. Ну, подумаешь, светло ночью. Ничего особенного. Как же я ошибалась. Первое, что сбивает с толку, это потеря чувства времени. В Питере часы перестают иметь значение. Вы смотрите на телефон, 11 вечера, пора спать, смотрите в окно, а там светло, как днем. Только свет этот какой-то ненастоящий, призрачный. Организм просто впадает в ступор. Мозг отказывается давать команду «отбой», и вы, сами того не замечая, гуляете по Невскому проспекту в 3 часа ночи. Кстати, о мостах. Это настоящий ритуал. Тысячи людей собираются на набережной, чтобы увидеть, как поднимаются огромные пролеты Дворцового моста. Казалось бы, чисто технический процесс, но в этом есть что-то завораживающее. Толпа выдыхает, единое «ах», все снимают видео, играет музыка. В этот момент ты понимаешь, да, это туристический аттракцион, но он работает. Ты стоишь и чувствуешь себя частью чего-то грандиозного. Но у этой медали есть обратная сторона, конечно. Белые ночи – это красиво, но очень тяжело физически. Через 3 дня такого режима я превратилась в зомби. Плотные шторы в отеле не спасали, маска для сна тоже. Ты ходишь постоянно сонный, но абсолютно счастливый. В общем, Петербург в июне – это испытание для нервной системы. Но оно того стоит. Это город, который сводит с ума в хорошем смысле слова. И если меня спросят, поеду ли я туда снова, я отвечу – безусловно. Только куплю побольше кофе, пожалуй. Потрясающе! Если вы поняли даже этот рассказ, снимаю шляпу, потому что ваш уровень C1. Вы чувствуете стиль, иронию и атмосферу языка. Но, может быть, ваш уровень еще выше. Давайте проверим. История 6. Уровень C2.
2. Это уровень носителя языка. Забудьте о дикторах. Представьте, что подруга записывает вам голосовое сообщение, пока стоит в московской пробке. Здесь будет быстро и эмоционально. Будет сленг и живая разговорная речь. Ну что, готовы? Тогда поехали. Аня, привет, привет. Я тебе быстро голосовое сообщение надиктую. Я тут пока что в пробке стою. Пробка, кстати, просто жесть. Это кошмар какой-то. Ну, слушай, неважно. Я очень-очень рада, что ты приезжаешь. Вот уверена, ты будешь в полном восторге от Москвы. Серьезно. Но послушай, 3 дня? Нет, ты шутишь, потому что, ну слушай, это непростительно мало. На неделю минимум. Честное слово, тут есть что посмотреть. Но тут, знаешь, музеи, выставки, боже, архитектура. Тут на каждом шагу какие-то достопримечательности, какие-то развлечения. Тут неимоверно красиво, неимоверно интересно. Фу, слушай, пробка, конечно, ужас. Сразу скажу, билеты обязательно бронировать заранее, лучше всего онлайн. Очереди тут сумасшедшие. Ну, много туристов, сама понимаешь. Знаешь, количество жителей в Москве 13 миллионов. Ты себе просто не представляешь этот масштаб, серьезно. И в этом смысле по поводу машины ты спрашивала. Я не советую, абсолютно. Просто вообще забудь, потому что трафик бешеный. Вот смотри, ехала по проспекту, тут 6 полос в одну сторону, в одном направлении. Все сигналят, спешат, подрезают. В общем, если тебе дороги твои нервы, то лучше метро. Метро, кстати, тоже сама не ходи. Там одна схема, чего только стоит, ты себе не представляешь, схема метро, там 270 станций. И я думаю, к ней еще отдельная инструкция нужна, чтобы разобраться в ней. Но тебе понравится. Увидишь, кстати, как там люди бегут по эскалаторам вверх. Представь себе, да, первый раз в жизни тут такое видела. В общем, жду тебя с нетерпением. Очень-очень рада. Но пока что прощаюсь. Пока-пока, дорогая. Пока. Замечательно. Если вы поняли и это эмоциональное сообщение, я аплодирую вам стоя. Ваш уровень C2. Это высший пилотаж. Вы понимаете сленг, скорость и настоящую русскую интонацию. Спасибо, что прошли этот тест вместе со мной. Обязательно напишите в комментариях, на каком уровне вы остановились сегодня. Мне очень интересно узнать, кто меня слушает. С вами была Олеся и подкаст Руруленд. Не бойтесь ошибок и продолжайте слушать. Пока-пока!